970 52 94. Не ждите, звоните. 971 570 52 94. Кондор Экспресс – компания для заинтересованных в хорошем заработке водителей. Также приглашаем к сотрудничеству собственников траков. 971 570 52 94. Думаете об автомобиле Toyota? А ребята из автодилерской Gresham Toyota думают о вас. Обращайтесь к нам для приобретения новых и бывших в употреблении автомобилей Toyota. Надежность и высокое качество вам обеспечено. Приветливые и квалифицированные сотрудники ответят на все ваши вопросы и помогут выбрать автомобиль вашей мечты. Звоните сегодня. Павел Панченко, русскоговорящий специалист в сфере приобретения авто, поможет вам сделать правильный выбор. 360-269-5405. 360-269-5405. Автомобиль Toyota – это надежность, качество и гарантия. Мы находимся по адресу 950 Норт Ист Хоган Драйв в Грэшеме. Коллеги-тракисты, а также их супруги. Не пропустите важную информацию. Траковая компания в связи с расширением автопарка ищет ответственных сотрудников для работы на свежих траках. Хотите уверенно смотреть в завтрашний день, получать достойную зарплату, чувствовать поддержку опытных сотрудников фирмы, работать с профессиональными диспетчерами? Если вы ответили «да» на все вопросы, набирайте 503 453 7600. Наша компания – это то, что вам нужно. Ну, граждане, украинцы, грузины, россияне, кто хочет отправить машину на родину? Я. Звони 253-383-0771. На Украину? Я. Звони 253-383-0771. В Грузию? Я. Звони 253-383-0771. В Россию? Я. Звони 253-383-0771. А машину купить поможете? Да. Звони 253-383-0771. А растаможить? Да. Звони 253-383-0771. Если вы хотите отправить машину, лодку, мотоцикл, трактор, любое транспортное средство в любом направлении, Pacific Atlantic Express, компания с 27-летним опытом вам поможет. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Звоните 253-383-0771. Компания Rapid Freight приглашает к сотрудничеству трак-драйверов на выгодных условиях. Мы предлагаем гарантированно высокую зарплату, бонусы, бенефиты, работу на удобных и постоянных маршрутах. Local, Short и Long Distance на ваш выбор. По телефону 360 954 59 97 вы можете узнать все интересующие вас детали. Также ждем собственников траков, предлагаем траки под выплату. Rapid Freight. Движение только вперед. 360 954 59 97. Не знаете, как найти хорошего врача? Запутались в медицинских счетах? Есть вопросы по страховке? Потерялись в лабиринте американской системы здравоохранения? Adventist Health Portland поможет разобраться во всех вопросах на русском языке бесплатно. Чтобы получить помощь, не обязательно быть нашим пациентом. Мы поможем всем жителям нашего региона. Справки по телефону 503 251 63 00. Мы работаем даже в выходные. Внимание! Редакция медиахолдинга Slavic Family не несет ответственность за содержание рекламных сообщений и авторских программ. Друзья, дамы и господа, рада приветствовать вас в студии радио Slavic Family, медиацентр Slavic Family. И, как всегда, только актуальные темы, злободневные, нас волнующие, мы обсуждаем в этой студии. Нам очень приятно, что
целая сеть и большая система, которая сохраняет наше здоровье, Adventist Health, как мы привыкли ее называть, она всегда идет нам на помощь и отвечает на вопросы наших слушателей и нас, ведущих. И вот теперь у нас в студии Женя, как всегда, представитель Adventist Health, а также специальный гость, который будет отвечать на наши вопросы, эксперт. Женя, я бы хотела тебя приветствовать. Добрый день. Здравствуйте, спасибо за приглашение. И хотелось бы, конечно, побольше узнать о нашем сегодняшнем госте. Можешь его представить, пожалуйста? We'd like to learn more about our guest today. Could you please introduce yourself? Спасибо. My name is Dr. Serino. I'm an infectious disease specialist. Меня зовут доктор Сирина, и я специалист по инфекционным заболеваниям. And I also fulfill the role of medical officer for the public health department in Marion County. Я еще также представитель здоровья общественности в отделе здравоохранения графства Мэрион. For those of you who may not know what infectious disease specialist is, it's basically additional training in infectious disease for an additional few years as a resident, and this is what I've been doing now for the last 20 years. Я уже занимаюсь инфекционными заболеваниями более 20 лет, и для тех, кто не знаком, что это за такая специальность, инфекционист или специалист по инфекционным заболеваниям, это дополнительные несколько лет обучения после того, как заканчивают мединститут, так называемой резидентуре еще проводят несколько лет, и в этом случае в специфике вот именно с инфекционными заболеваниями. Итак, сегодня у нас тема, которая волнует всех и каждого, не только в Портленде, в нашем регионе, но и по всему лицу земли. И мы получали массу вопросов на подобные дискуссии, но теперь у нас есть эксперты, мы можем задать эти вопросы как раз непосредственно доктору. Ну, во-первых, не хочется тянуть, сразу хочется перейти к самому главному, к вопросам, если можно. Но прежде всего, что такое коронавирус, а именно COVID-19 или 19? Что это такое? So we'll just cut to the chase. We're talking about an issue that concerns not just people in Portland, but all over the world. Let's talk about the coronavirus and specifically the COVID-19 virus. Okay. Sometime in December, early December, someone had presented with a viral infection symptoms, usually a cough, cold symptoms. And after a few weeks, concern was raised that this may be a new infection, not the flu, because all the testing was negative. And that is when they originally identified this outbreak in Wuhan, China. Все началось с одного случая в провинции, как мы ее называем, Wuhan. Хубэй, если я не ошибаюсь. Hubei province. Да, значит, в провинции в Китае. С первого случая, который человек пришел к врачу с такими острыми респираторными симптомами, но при тестировании оказалось, что это не обычная инфлюенза, которую мы знаем, не обычный грипп, а что-то новое. И вот в тот момент начали люди задаваться вопросом, не появился ли в мире новый вирус. In fact, coronaviruses are no strangers to causing infections in humans. They are known to be what we call zoonotic viruses, which means that they're found in animals and then spread to humans. Коронавирусы — это достаточно частое явление, и именно вирусы, коронавирусы, очень многие из них имеют свои корни в мире животных. То есть они начинаются у животного, а потом переходят на человека. If you've had the common cold at some point in the last few years, you probably it's possible you could have had a coronavirus. Но они достаточно распространены в принципе. Допустим, если вы болели простудой в прошлом году, то велики шансы того, что вы болели какой-то формой коронавируса. Distinctive to just a common cold, there have been some outbreaks of coronaviruses that have been more aggressive, that have had higher fatality rates than the typical flu even. And there have been, in 2002, there was an outbreak of SARS, severe acute respiratory syndrome, as well as in 2012,
where there was an outbreak of Middle Eastern Respiratory Syndrome or MERS. И коронавирус уже несколько раз, так сказать. Ну, во-первых, поговорим о том, что бывают простуды, бывают гриппы, но вот даже в категории простуд коронавирусы иногда бывают очень гораздо более серьезные, чем те обычные вирусы, с которыми мы имеем дело. И если вы помните, в 2002 году и в 2012 году, соответственно, были вирусы SARS и which virus was in 2012? MERS. И MERS в 2012 году. Так что мы уже встречались с такими новыми типами коронавирусов. Public health officials have traced the outbreak, this current outbreak, to a wet market, that is where animals are killed. It probably has a very similar animal as a reservoir, and that is the bat. Специалисты подозревают, что корни этого вируса произошли из рынка в Китае, где убивают животных диких, и именно вот оттуда этот вирус и пошел, и даже есть подозрение, что это связано с летучими мышами. So after this occurred, there were probably by the time that China exclaimed that this was an outbreak, there were probably many cases already developed, already had been presented. There was a massive spike of cases, which now amounts to now over 75,000 cases. Most of it is confined to Hubei province, specifically in Wuhan. К тому моменту, когда мы об этом вирусе узнали, уже наверняка произошло гораздо больше случаев заражения, чем уже к тому моменту, когда мы узнали, уже многие заразились. И на данный момент мы знаем, что 75 тысяч случаев заражения, и в основном они все сконцентрированы вот именно в той китайской провинции, откуда это началось. Largely because of containment measures that were then instituted, to some extent the outbreak has been under more control, whereas there still are cases in countries now where is not completely just brought in or introduced. There may be some local spread in a few countries neighboring China, including Singapore and Korea. Из-за того, что Китай достаточно быстро, так сказать, прореагировал и принял меры сдержания этого вируса, такие как карантин и так далее, то в Китае как бы ситуация более или менее под контролем, но есть опасность, что этот вирус начинает распространяться в страны, которые соседние с Китаем. Итак, много информации, конечно, об этом вирусе, и есть то, чего мы совершенно не знали, но нас беспокоит, конечно, безопасность нас и нашей семьи. Насколько велика вероятность заболеть здесь, в Портленде, в штате Орегон? What are the chances of getting this illness here for families who live in Oregon? I think it still remains to be seen because although containment strategies have been effective, it's very hard to completely contain an infection that is fairly easily spread. Честный ответ будет, это мы еще точно не знаем. Хотя вот эти меры сдерживания вируса эффективны, но очень сложно полностью погасить, так сказать, вирус, потому что этот вирус заразный. Specifically, it is spread through respiratory droplets, and that can be a very difficult thing to manage because it can get on surfaces and then potentially then be infected when someone introduces it into their membranes, into their mouth. Or it could be, yeah. И частично, почему это сложно, это потому что он распространяется через вот такие дыхательные
когда мы выдыхаем капельки, и вот эти капельки воздушно-капельные, Что называется? да, они могут достаточно легко везде проникаться после этого. Предвосхитили мой вопрос. То есть распространяется только воздушно-капельным путем или еще есть какие-то пути распространения Is вируса? air droplets the only way of contagion, or are there other pathways? There was some initial question because the transmission suggested that maybe it was a little bit more able to be transmitted than influenza, which is specifically respiratory droplets. And the question was, well, could smaller droplets, sometimes known as airborne droplets, potentially be a risk? Now, I'll give you an example. Measles is... Oh, yeah, yeah. Такие вопросы действительно эксперты себе задают, потому что, допустим, обычный грипп распространяется воздушно-капельным путем, а этот кажется более заразным, поэтому существует теория, что, возможно, даже более такие мелкие капли, которые находятся в воздухе независимо, может быть, сами по себе могут это переносить. И я вам дам пример. One example to describe what this means, when measles is probably the most contagious virus. Вот, например, давайте приведем пример болезни корь. Корь – это из всего, что мы знаем, один из самых заразных вирусов. Можно как раз о коре сразу задам вопрос. Нам известно, что вирус кори в воздухе может сохраняться в течение 2 часов, потом разрушается. Что касается коронавируса, известна продолжительность его жизни. So thanks for mentioning measles. I'll jump in with a question about measles. We know that measles, the droplets infected with measles or carrying measles could live in open air for 2 hours and thus become much more contagious. Is it possible that something similar is happening here? Probably not so much. Measles is probably, like for instance, if... Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. И вот, например. The ability to transmit measles can potentially, it's supposedly the infectivity rate, which is basically defined as the possibility of getting measles, is about 90% if you haven't had it and you're exposed to someone within 6 feet. Например, мы знаем такую статистику о коре, что если вы ее не переболели корью и находитесь недалеко от человека, который активно болеет, то шанс заразиться 90%. We can estimate how likely an infection is and which pathway it follows based on how many people are infected with one person being, exposing them. И мы можем такие расчеты проводить, потому что мы можем сравнить, сколько человек было вокруг человека, который носитель вируса, и сколько из них заразилось. We can look at these dynamics, and when it comes to coronavirus, it looks like it's probably more similar to influenza and how it's spread. И когда мы вот эту динамику анализируем с коронавирусом, то он не кажется таким заразным, как корь. Его динамика больше похожа все-таки на более обычный грипп. When someone coughs, they're emitting respiratory droplets, the largest falling directly from in front of their faces, smaller droplets subsequently farther away from them. Когда кто-то кашляет, то вот эти вот капельки, самое большое количество опадает и оседает сразу около ног человека, а вот более мелкие капли, они немного дальше путешествуют. So in this case, for coronavirus, the suggestion is that it's able to be transmitted probably within a few feet of the person. С коронавирусом мы предполагаем, что можно заразиться в радиусе нескольких футов от человека. In this way, it's probably not likely to transmit in an airborne route. Although the CDC is recommending, until it understands the dynamics more, that people that are in direct care, such as caregivers, with people who have coronavirus, do wear a specific type of mask called an N95. И поэтому мы не думаем, что вот именно с коронавирусом вот такая ситуация, как с корью, когда по 2 часа держатся в воздухе, существует. Они как бы оседают раньше. Но мы точно не знаем. И поэтому те люди, которые находятся в прямом контакте с зараженными,
находятся, так сказать, в опасности, должны принимать меры предохранения. И сами люди, которые болеют, должны носить специальные маски, даже не обычные маски, а специализированные маски, которые называются N95. So going back to the Portland question, Вернемся к вопросу о Портленде. I think it's still too early to tell because most likely this may come out again in bursts of a new wave or a new spike. And so there is a possibility that we may not be able to completely contain it. Поэтому в Портленде мы не знаем, на данный момент мы не знаем, что будет, существует вероятность, возможность того, что будут такие небольшие, так сказать, группы зараженные, но мы этого точно не знаем на данный момент. As for now, the only risk group are those that have either had travel to China within 2 weeks presenting with symptoms, or those that have had contact with people who've had illness recently in China. На данный момент только две основные группы риска. Это те, кто непосредственно путешествовали в Китай, и у них развились симптомы ОРЗ в течение 2 недель после их посещения Китая, или те люди, которые вошли в контакт с зараженными. Но мы читали в материалах средств массовой информации, что, в принципе, пожилые люди подвержены большей заболеваемости вот этим вирусом, а также интересно было бы узнать о детях. So in mass media we've been reading reports that the elderly in particular seem to be at risk, and we also wanted to know about the children. That's a good question. So far, looking at the demographics, that is, when you look at who gets infected, you look at the age group, the risk factors. There have been some things that have been coming out, which I will explain. Да, вы знаете, проанализировав демографическую ситуацию зараженных, какие-то тенденции уже выявляются. Я их сейчас расскажу вам об этом. With the first wave, when you had the initial spike, when the outbreak occurred, it seemed to be more associated with those at the working age. There was a case report of 99 in the Wuhan city of 99 patients, and the average age was 58. And the mortality rate was interestingly higher for unexplained reasons. А первая волна зараженных это были люди среднего возраста, работающие люди. Средний возраст был 58, и у них была повышенная степень заражения. То есть, извините, повышенная степень смертности от заражения, да. But as the epidemic ensued, other at-risk groups were also involved, and so it tends to be infecting similar patterns of infection as would influenza. И как эта эпидемия стала прогрессировать, то как бы люди, которые ей подвержены, стали немного меняться. И сейчас уже демография зараженных показывает то, что это гораздо больше напоминает более стандартные как бы шаблоны, по которым, допустим, грипп работает. Most of the people that are infected are those that have known health problems, including heart disease, diabetes, lung disease, or who are immune compromised either from medication or from a specific diagnosis like liver disease or HIV. То есть, как и в гриппе, сейчас мы видим то, что люди, которые имеют больший риск заражения, это те с ослабленным иммунитетом или с болезнями, допустим, болезни сердца, болезни диабет, болезни легких, а также те, у кого понижен иммунитет или из лекарств, которые они принимают, или из-за других болезней, которые понижают иммунитет. This is similar to influenza. As for children, they don't seem to be factoring into much of the caseload. Что интересно, то есть, как бы опять еще раз повторим, что шаблоны, по которым, как сказать, движется вот новая волна заболеваний, гораздо более
похожи на обычный грипп, то есть пожилые, больные с ослабленным иммунитетом, но мы не видим, что дети сильно им заражаются. That's really good news about the children. The audience may be aware that there was a boat, a cruise boat, where called the Diamond Princess, where many people were found to be infected. Возможно, многие читали о случае круза, на котором очень оказалось большое количество зараженных. Unfortunately, not a good way to end a vacation. Это не очень хороший конец отпуска для многих, кто на этот круз поехал. Yeah. Evidently, 634 people from the ship were found to be positive for coronavirus. 634 человека на этом крузе заразились коронавирусом. On a ship where greater than 200 were older than 80 years of age. И 200 человек на этом крузе были старше 80 лет. Unfortunately, 27 were in serious condition, and there were actually 2 deaths. 27 человек имели осложнения от этого, и 2 человека умерло. An 87-year-old and an 84-year-old. Из смертности это был 82-летний и 87 лет. Да, это такие вообще печальная информация. Действительно, такой отпуск никому не пожелаешь. We wouldn't wish this sort of vacation on anyone. Agreed. Вопрос, который многих беспокоит относительно посылок из Китая и товаров из Китая. Люди боятся распаковывать их. Может ли вирус приехать в посылке или нет? Many people are really worried about packages from China and even buying goods that are produced in China and packaged in China. Is there any risk when you're opening something that came from China, was made and packaged in China, that you could expose yourself? With regards to viruses, they're very delicate outside of the human host, or in this, or an animal host. Знаете, вирусы, они, так сказать, достаточно нежные существа, когда они не находятся или на человеке носителе, или на животном носителе. Они хрупкие существа. Most of the times, viruses are unable to survive just being on surfaces for probably more than an hour or two. Как правило, на твердых поверхностях или вообще-то на каких-то вот неживотных поверхностях вирусы больше часа-двух не проживут. Although I can understand the fear, most likely there is no risk at all. Let's put it this way, there is no risk at all in opening any packages from China. Риска, хотя страх понятен, но риска открыть посылку из Китая и заразиться от этого вирусом нет. И это хорошая тоже новость. That's also good news. Мы действительно получали такие вопросы. Люди переживают и выносят даже из дома посылки, чтобы ни в коем случае не заразиться. We've gotten a lot of those questions, and some people are even taking packages outside of their house and leaving them outside because they don't want to get infected. Yes, and those questions are coming up quite a bit actually also in the public health department where I work. В нашем отделе общественного здравоохранения, где я работаю, тоже такие вопросы очень часто приходят. And we're also getting questions about people who've been in contact with even people that may be originally from China. And so I think it's important to just remember that we're dealing with a virus that's being transmitted where we can't really label anyone other than what we had originally labeled, which is anyone who's traveling from China during this outbreak. Мы также получаем и такие вопросы о том, насколько безопасно иметь дело с лицами китайского происхождения, и поэтому как бы это тоже необоснованный страх. Единственное, чего надо опасаться, это контакты с людьми, которые недавно вернулись из Китая, особенно если они показывают симптомы. Мы тоже получили подобный вопрос. Нас спрашивали, можно ли считать, что коронавирусу больше подвержены, заражению коронавирусом больше подвержены лица как раз азиатские, вот китайские, So we have received an interesting question. китайским Whether or происхождением. not the coronavirus is more contagious for people who are of Asian descent. The answer would be no.
It is not contagious more than just as any virus would be, not more contagious in a particular background of a person. So I think I would answer that question with there's unlikely to be any difference in not only background, where a person is from, their heritage, probably not even a difference with gender, although there have been some studies looking at various gender differences in mice and whether or not women are more susceptible to getting the flu than men, or vice versa even. So I think that disparate data suggests that it's probably very complicated and hard to generalize. Такими вопросами ученые задаются и рассматривают, насколько какие-то вирусы более заразны разным демографическим группам. Допустим, есть такая теория, что даже обычный грипп, что женский пол более, так сказать, легче заражается гриппом, чем мужской, и какие-то модели мышей это показывают. Но в случае коронавируса у нас нет, так сказать, информации, которая бы нам привела к выводу, что или пол, или расовая принадлежность, или, то есть как бы каким-то образом делают этот вирус кому-то более или менее заразным. То есть короткий ответ на это нет. Нет, это нельзя сказать, что этот вирус более заразный для людей азиатского происхождения. Мы получили еще несколько вопросов сейчас по номеру 971-319-1130. Друзья, вы можете писать нам или звонить, пока в нашей студии эксперт и Евгения из Adventist Health. Она спрашивает, существует ли уже прививка от коронавируса. We just got a question. By now, is there a vaccine for the virus? Right now, fortunately, Chinese researchers did a wonderful thing in being able to actually characterize the viral genome, which is basically the thumbprint of the virus. К счастью, китайские ученые достаточно быстро идентифицировали этот вирус и даже проанализировали его генетический состав, так сказать, как можно сказать, генетический его отпечаток пальца этого вируса. Pretty amazing within a week of declaring it an outbreak. Они это смогли сделать в течение всего одной недели, что вообще удивительно. And it looks very similar to some of the similar genomic information of the SARS, the original SARS. Генетически этот вирус очень похож на вирус SARS. Though by no means as high of a fatality rate. Но смертность от него не такая высокая. As of now, I understand that in China, several trials are underway in determining potential options for vaccines. На данный момент, насколько я знаю, в Китае проходят клинические испытания, которые тестируют некоторые возможные вакцины. As well as using antiviral options. А также еще один вариант, который испытывается, это антивирусные препараты. There's a specific antiviral that has been already tried on some of the patients that are with more severe disease. I think it's still too early to tell. И один специфический антивирусный препарат уже испробовали на самых больных пациентах, но на данный момент мы еще не можем сказать о его эффективности. As far as vaccines go, I can only project the possibility that, given that we know the genome, and we do have some people that have active disease, and we have an outbreak here, it's possible that these trials could develop a potentially feasible vaccine target maybe in the next 6 months. Если, так сказать, вы хотите, чтобы я попробовала предсказать будущее, то я думаю, что, возможно, через 6 месяцев у нас и будет какая-то вакцина, потому что мы уже точно знаем генетический состав этого вируса, и у нас есть активные случаи заболевания, и поэтому в результате у нас есть, как сказать, возможность проводить клинические испытания, и вполне возможно, что в процессе этих испытаний
через несколько месяцев и будет вакцина. I look forward to hearing the progress with this research in the Я next очень several months. внимательно слежу за результатами исследований, как они выходят. Все-таки что поражает коронавирус? От чего люди умирают? So when one dies of coronavirus, what specifically do they die of? Okay. The infection occurs in both the upper and lower respiratory tract. Они умирают от инфекции, которая атакует и верхние, и нижние дыхательные пути. So what we are seeing is that the majority of people who get coronavirus, 82%, Большинство людей, которые получают коронавирус, 82%, have mild disease, болеют очень легкой формой заболевания. whereas 15% or so have more severe disease, 15% более серьезные симптомы, while 2 to 3% or so have critical disease and potentially can die from it. и 2-3% имеют сложную форму болезни и потенциально могут умереть. So what happens, it appears, and this is also seen in influenza, so it is not unique necessarily to this virus. И в принципе, во многом это не так сильно отличается от гриппа, такого обычного гриппа, не столько уникально для этого вируса. Is you have active viral replication in lower lung tissue. Что происходит, что похоже на грипп, это вирус самовоспроизводится в нижних тканях легких. This causes injury to the tissue as cells die. И это наносит травму легким, и потому что клетки легочные в этом процессе отмирают. And on the same side, on the same token, the body is responding to this injury and with inflammation. И в то же время само тело производит иммунный ответ на вирус тем, что само тело, так сказать, разрабатывает воспаление. So it is a marriage of these two issues where someone develops a more severe case of what is called viral pneumonia, or more appropriately viral pneumonitis, where there's inflammation of the lung tissue with damage that then leads someone to develop injury where they're not oxygenating their blood well. И, то есть фактически это как бы такая женитьба этих двух факторов. С одной стороны, воспаление, которое само тело поднимает, чтобы бороться с вирусом, то есть этот воспалительный эффект, плюс то, что ткани легких разрушаются самим вирусом, так как вирус воспроизводится. И когда вот эти два элемента, воспаление и разрушенные ткани, случаются одновременно, то легкие хуже работают, и мало кислорода поступает в кровь, и вот начинается от этого процесс. A cascade or a continuation of injury ensues, causing damage to the liver, the kidneys, and then causing someone to potentially... Is it because of the lack of oxygenation? Part of that and the development of shock. Да, то есть и вот от этого двойного эффекта дальше развивается, с одной стороны, нехватка кислорода в организме, с другой стороны, у организма начинается шок, он входит в шок, а уже от этого начинаются второстепенные эффекты, когда почки, печень и другие органы начинают сдавать. It's hard to turn it around after that point. И когда вот уже вот эта цепочка действия началась, уже потом ее трудно остановить. Other than that type of a process, and by the way, I wanted to just underscore that this is very similar to influenza as well as other viral infections. Но, в принципе, вот этот процесс, который я объяснил, он не уникален именно для этого коронавируса. Это то, что происходит в смертельных или в тяжелых случаях и других заболеваний, таких как грипп или похожих серьезных простудных заболеваний. And other than that, sometimes the infection can induce enough of a stress to the system
that could potentially put a person at risk for something like a heart attack. И второй вариант, по которому, так сказать, может привести к летальному исходу, это когда сама инфекция настолько сильна, что организм входит в такой стресс, что у человека может произойти инфаркт. Just to kind of paint a picture, the CDC estimates that yearly, anywhere from as many as 10,000 to 25,000 people succumb to influenza, die because of influenza yearly in the United States. То есть, чтобы просто ввести это в сравнение, да, то каждый год около от 10 до 25 тысяч людей таким образом умирают от обычного гриппа. От 10 до 25 тысяч. Even 20 million people can be infected too from the flu. И обычным гриппом может заразиться до 20 миллионов человек в обычный год. То есть тоже это все надо ставить в контекст. Контекст. Да. Я бы хотела еще уточнить в завершении нашей программы, какие советы мог бы дать доктор для людей, кто подозревает, что мог подвергнуться воздействию коронавируса, и как вообще уберечь себя и своих близких, как укрепить иммунитет, чтобы не заразиться. So as we're wrapping up, it'd be great to hear your advice about what do you do when you suspect you may have coronavirus, and then in general, how do you strengthen your immune system? Oh, those are great questions. Хорошие вопросы. I would start by first saying that if you suspect you have coronavirus, you're more likely to have the common cold coronavirus than this coronavirus. Если вы подозреваете, что вы заражены коронавирусом, то гораздо более вероятно, что у вас обычная простуда, которая тоже является формой коронавируса, но не этого вируса. And then I would be impressed by your diagnostic skills of yourself. И я просто буду в восторге от ваших навыков, как, так сказать, ставить себе диагноз, если вы правильно себя продиагностируете коронавирусом. But walking this back, Но давайте снова вернемся к вопросу. I would suggest that most likely you are not going to have the coronavirus for at least the next several weeks or months, as long as there aren't any cases in the United States. По всей вероятности, скорее всего, у вас не будет коронавируса, и, скорее всего, его точно не будет в следующие несколько недель или даже месяцев, пока в США это не стало эпидемией. You're more likely to have the flu. У вас, скорее всего, если у вас появились такие симптомы, у вас, скорее всего, обычный грипп. What I would suggest is to keep up with the information. Но продолжайте следить за информацией. To be informed, but not to be too much information that creates fear. То есть следите за информацией, но не до такой степени, что это вас вводит в панику. As for keeping yourself healthy, I would recommend making sure, probably above and most of things, to not put anything in your body that can injure you, mainly smoking. А насчет подкрепления общего иммунитета, то не кладите, так сказать, не принимайте то, что вам вредит. И одно из главных — это курение. To ensure that you're sleeping well. Обязательно надо, чтобы вы хорошо спали. That usually means about 8 to 9 hours a day. 8-9 часов в день. To make sure that you're exercising. Физические нагрузки. Since our immune system is tied to our vascular system, good vascular health often means better immune system. А наш иммунитет очень сильно связан с сердечно-сосудистой системой, вот именно с сосудистой системой, поэтому чем более сильна сосудистая система, тем, как правило, выше иммунитет. And there are certain things we can't do anything about, including our air quality. Некоторые вещи с ними сложнее бороться, допустим, качество воздуха. And getting older. И естественный процесс старения. But certainly good nutrition, and that's always a question of what is good nutrition. Но хорошее питание, мы над этим имеем контроль, и, конечно, существует много вопросов, что значит хорошее, правильное питание. And although I can't tell you exactly how well protected your immune system will be. И
И хотя я не могу вам точно сказать, как силен будет ваш иммунитет, если вы всему этому будете следовать, likely you'll be free from any chronic illnesses. но, скорее всего, если вы будете следовать вот этим советам, то у вас, скорее всего, не будет хронических заболеваний. If you eat a plant-based diet mostly, Если вы в основном едите, так сказать, кухню, которая приготовлена на основе овощей, а не мясная and avoid диета, any significant alcohol or sugary drinks. и не пьете алкоголя или напитков, которые содержат очень много сахара в себе. Спасибо, доктор. Но я так понимаю, что еще было бы неплохо не выезжать в Китай в ближайшее время, And воздержаться to от add to путешествий. that, maybe one more recommendation is not to travel to China in the near future. Exactly. Но Да. пока еще не стоит опасаться бывать в общественных местах, верно? But for now, there is no need to avoid public spaces, is there? That's correct. There's no need to avoid public spaces. You would just practice the same thing that we would do in normal flu season, which is good hand washing and covering your cough with your elbow rather than your hands Да. if you are sick. Да, на данный момент не надо избегать общественных мест, а просто отдавать себе отчет, что мы находимся сейчас в сезоне, грипповом сезоне, поэтому, так сказать, обычные меры предохранения — это хорошее мытье рук, а если вы кашляете, то кашляйте, пожалуйста, в локоть, а не в руку. And I do have a blog if you're interested in reading about this and other topics. It's at Your Health Forum by Dr. Я Singh. лично пишу блог на темы здоровья. Этот блог называется Your, как ваш, Health, как здоровье, Forum, как форум. И мне доктор до начала передачи сказал, что хотя блог на английском, есть возможность его прочитать и на русском, так как этот сайт делает переводы. Все, я уже зашла на этот сайт Your Health Forum, друзья. Давайте будем читать и быть в курсе. Вот, спасибо большое, Женя, за перевод. Thank you so much Thank for you. your time, for your Спасибо. answers. Вот, и мы должны уже, друзья, завершать программу. Спасибо вам за вопросы. Мы не все успели задать в прямом эфире, но, тем не менее, надеемся, что вы будете беречь себя и свои семьи, и никто из нас не заразится. И будет вакцина уже разработана как можно скорее, что поможет нам оставаться здоровыми и не подвергнуться заражению. На этом у нас все. С вами была также Ольга Шир. До встречи в эфире. Пока-пока. Are listening to KXPD 1040 AM, Radio Slavic Family. Не знаете, как найти хорошего врача? Запутались в медицинских счетах? Есть вопросы по страховке? Потерялись в лабиринте американской системы здравоохранения? Adventist Health Portland поможет разобраться во всех вопросах на русском языке бесплатно. Чтобы получить помощь, не обязательно быть нашим пациентом. Мы поможем всем жителям нашего региона. Справки по телефону 503-251-6300. Мы работаем даже в выходные. Вниманию жителей Сейлема и Вудбурна. Любимую нашими слушателями европейскую продукцию компании «Банди» теперь можно купить в магазинах «Мега Фудс». В Сейлеме по адресу 3695 Девоншир-авеню, Норт-Ист. В Вудбурне 1542 Маунт-Худ-авеню. Цены вас приятно удивят. «Банди» – вкусные и качественные продукты из Европы на вашем столе. Слушай радио Slavic Family через телефон. Позвони по номеру 701 719 39 33. 701 719 39 33. Сольный концерт одной из самых красивых певиц десятилетия. Встречайте, Вера Брежнева. 28 февраля, Лос-Анджелес. 29 февраля.